Sharmax Motors – международная компания по производству и продаже мототехники. В ассортименте эндуро-мотоциклы, питбайки, квадроциклы, багги, гольф-кары, гидроциклы и другие категории. Представительства бренда открыты в 25 странах, включая Россию, ОАЭ, Бразилию, Мексику и Казахстан. Компания обеспечивает полное обслуживание техники, фирменные сервисные центры, оригинальные запчасти в наличии. Для популяризации активного образа жизни команда Sharmax Motors проводит бесплатные тест-драйвы. Это возможность испытать технику и пообщаться с единомышленниками. Присоединяйтесь к Sharmax Motors. Больше информации о проектах в описании. Друзья, всем привет! Всем привет! Я, в общем, летел в Англию. После турнира UFC 328 решил прилететь в Англию. У меня была виза. Лететь всего лишь там 6,5 часов. Блин, как я и представлял. Я впервые в Лондоне, и все, как я и представлял. Пасмурно, дождливо, аристократично, минимализм. Ну и прикольно. Я пока вообще еще город не увидел, чтобы вы понимали. Но я уже вот так вот представлял Лондон примерно. Думаю, мы проедемся по фан-шопам. Поеду также на футбол. Астон Вилла, Ливерпуль, друзья. И вот мы сегодня отправимся в Бирмингем. Это ехать около 3 часов от Лондона. Пасти матч Астон Вилла, Ливерпуль. Посмотрим на эту атмосферу. В общем, передадим атмосферу боления, культуру футбола, в этой футбольной стихии. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. На самом деле, это вот я еще раз повторяю, это важно. Ну важно, ну сложно, ну не сложно же. Просто нажать там, если не зарегался, ну зайди в свой аккаунт. Если вообще аккаунта нет, да зарегся и поставь лайк, блин. Вот сюда поставь. To bless me when I sneeze when you're asleep. I see it fester, hear it whisper through the trees. I just keep stepping barefoot on concrete. I'm tough like Levy at the soles of feet. Друзья, да, я в своих 3D очках стою у легендарного стадиона Стэмфорд-Бридж. Это домашняя арена футбольного клуба Челси. Когда по телевизору смотришь АПЛ, кажется, будто это какой-то отдельный футбольный мир. А потом приезжаешь сюда и понимаешь, нет, это бры. А потом приезжаешь сюда и понимаешь, нет, это обычный район Лондона. Тут буквально дома, маленькие кафешки, пабы, метро. И посреди всего этого стадион, на котором творилась история мирового футбола. Вон там, он, видите, между домами, вон он. Да, это он. Пойдемте заглянем. Вау, вау, вау. Но это уже круто. Все, пошла. Welcome to the shade. Wow. Well. Сказал бы учитель английского. Очень атмосферно. Смотрите. Джанлука Виалли. Все легенды клуба, пожалуйста, здесь. Петер Бонетти. Бронислав Иванович. Наш Славик. Знаем такого. He made a fantastic contribution for this club. He is competitive animal with a big heart, сказал Жозе Моуриньо. Ну ладно, друзья, в общем. Деннис Вайс, Фрэнки Лэмпард, диспетчер Челси, сердце Челси, Фрэнки Лэмпард, Эмма Хайс, обе. Очень уважаемая, видимо, женщина. И наш старый знакомый Эшли Коул. А как у нас говорили в рамиках, Эшли Соли. В общем, вот так вот. Мне нравится. Вайб очень прикольный такой, английский, честно скажу. Ну, конечно, вы меня сейчас спросите, зачем Челси, чувак? Типа, что здесь в Челси интересного? Но скажу вам честно, Челси очень с огромной историей клуб. Понимаете? Тут творились такие матчи, что в детстве, когда смотрел, наблюдал за этими футбольными матчами с участием Челси, я даже поверить не мог, честно вам скажу, что я вот так буду гулять с камерой вокруг стадиона и что-то вам рассказывать. Друзья, шел я мимо плакатов с футболистами и увидел одного человека. Есть вот ощущение, что половина истории современного Челси держится на его характере. Дидье Дрогба. Особенно после финала Лиги Чемпионов 2012 года, когда он сначала забил спасительный гол, помните, а потом реализовал решающий пенальти.
Для фанатов Челси Дрогба — это, мне кажется, легенда клуба. Это символ эпохи. Сейчас зайдем в фан-шоп, пожалуйста. Вот так вот. Не совсем много людей. Друзья. Оценка фан-шопа с первого взгляда по 5-бальной шкале Адаму Зубайраеву. Так. Окей, я ставлю 4. Мне приятно находиться здесь. Тут хорошо пахнет. Пожалуйста, шоколад, друзья. World Champion. Ну, чемпион, конечно, с названием вы, друзья, ошиблись, но шоколад Челси. Представляете? Футболки. Блин, я хочу взять себе футболку какого-нибудь футболиста. И вот я думаю, кого бы взять. У меня вот есть кандидаты, друзья. Пальмер или Жоа Педро. Джеймс, нет, их не хочу. Ты это правильно произнесешь, это имя, она твоя будет сразу. Кайседо? Правильно, как они говорят. Браво. Перестань со мной вообще разговаривать. Это уже ретро-зона. Старая эмблема, старый логотип, старые футболки. Смотрите, тут даже есть вот как лего стадионы. Прикольно придумали. Если честно, вот если я был бы фанатом Челси, вот это все мне сильно нравилось бы. How long do you support Chelsea? 70 years. 70 years. 70 years. Спроси, пожалуйста, Yeah. топ-5 игроков его любимых. I'll have to say, that 7 years ago there, Roy Bentley times. Now Roy Bentley time, Roy Bentley. Yeah. I was over here then. Roy Дедушка Bentley. 70 лет уже And за after that was Челси Jimmy болеет, Green's друзья. days. I've talked to a few players like that. Yeah. I've talked to Alan Hudson. I've talked to him a few times at the pub down there. I've talked to Ronnie Harris and that, and Tommy Baldwin in the pub, like sort of there, whatever. In 1957 it was. Thanks so much. Thank you very much. Appreciate it. That's much. okay. Appreciate Have a it. good day. Thank you. Have a good day. All right, thank you. Thank you. Друзья, вышли из фан-шопа и, пожалуйста, попали под классический английский дождь. Сейчас вызовем такси и направимся в фан-шоп Фулхэма. Решили доехать в таком классическом английском такси. Пожалуйста. Вот такая вот машинка. Слушай, ну, типа, окей, да. В Баку тоже такие есть. Вот. Знаешь? Реально, в Баку ездят такие же английские тачки. Такси. Друзья, вот и приехали мы на стадион Фулхэма. Craven Cottage. Самая легендарная тут атмосфера старой Англии. У стадиона есть настоящий маленький коттедж внутри арены. Это вот сейчас большая стена, потом мы увидим арену. Поэтому стадион и называется Craven Cottage. Это выглядит как будто футбольный клуб просто случайно встроили самый богатый район Лондона. Да, вы сейчас, наверное, удивляетесь, что здесь богатого, но это реально дорогой район. Вот ресепшн, Джонни Хайнс и остальные. Прохожу, значит, я вот думаю, что это все значит. Такие, знаете, маленькие двери. И вроде как это вроде что-то камера хранения. Камера хранения, когда футболисты заходят, они здесь оставляют свои вещи. Прикольно, прикольно. Такой, знаете, прям вот дух старой Англии. Вот какие-то ребята сейчас в плащевке Бербери и со столиком нападут. Но нет, мы заходим в Фулхэм Stadium Store. Пошли. Что, оцениваю фан-шоп по первому впечатлению. Ну, конечно, не Челси, но, друзья, слушай, нормально, хороший, небольшой. Моя оценка из по 5-бальной шкале 3,5. Вообще нахрен эти оценки придумаешь. Друзья, вы знаете, кто из русских игроков играл в Фулхэме? Вы сейчас скажете Погребняк. Ну да, я тоже думал только Погребняк. Оказывается, еще и Смертин играл. Алексей Смертин 1 год бегал за Фулхэм. А еще в свое время тут, видимо, Рауль играл. Но не тот, а посвежее. В Челси фан-шопе я не решился что-то взять футболку, честно говоря. Почему-то вот не зашла она мне, не знаю почему. Ну вот Фулхэм. Слушай, ну как будто можно. Прикольно выглядит. Может взять, все-таки я возьму, наверное. Салам алейкум. Как дела, брат? Ничего, Нормально? Все отлично. Нам с тобой надо это, тикет надо. Все. Поехали. I'm so tired of second guessing myself.
had to reevaluate, you know, check on my health. Cause 2020 was a mess in itself. And all my plans went out the window in the flash. I know you felt what I felt. It's all a part of the Ибр, сам на process. футбол I was вообще still in гоняешь it. ты? Редко? Какой у тебя здесь футбольный клуб любимый, так скажем? Любимый? Ну, куда ходить приятно смотреть футбол? На какой стадион? Самый крутой, наверное, в Лондоне Тоттенхэмский стадион сделали. Хотспор, да? Да, недавно его сделали. Но вот куда мы сейчас с тобой едем, это вот такая именно вот английская атмосфера. То, что нам нужно. Английская, да, То, что да, нужно. да, Вот да, это. То, что ты хотел. Друзья, подъезжаем к стадиону. Пожалуйста, все фанаты уже движутся. Мы, когда смотрели, как лучше подъехать к нашему месту, ChatGPT рекомендовал убрать всю атрибутику Ливерпуля, если она у нас есть. Но мы сегодня за Астон Виллу. Блин, нормально, атмосфера такая, да? Да. Футбольная. Да, очень красиво. На подходе к стадиону вот парк, бургер, чипс. Все, что мы любим. Так, я думаю, шапку взять. How much this? 10. Отлично. Yeah. Вот же Ибра, вот, смотри. Все, я готов. Мне теперь не холодно. О, друзья. Астон Вилла for lucky man. Сейчас что-то не то скажу. Друзья, мы уже внутри стадиона. Все в преддверии матча. О-хо-хо! Блин, друзья, какая же атмосфера. Я как будто где-то вот надел 3D очки вот на стадионе. Насколько это круто. Ай, Саня! Саня! Вот если бы Киржаков был бы, забил. Понимаешь, вот в чем разница нашего футбола и английского. Не будем говорить, что если был бы Дзюба, что бы было, да? Если был Дзюба, что бы было? Фан-сектор, кстати, Ливерпуля. Как вы видите. Игра пока по нулям, друзья. Слышно пока что болельщиков Ливерпуля такое. Местные ребята пока скучают. Three Liverpool fans there. So they either get chucked out or we'll kick them fucking out. Гол забивает Астон Вилла. Ибра, наши забили! Get in there, Morgan Rodgers! Come on, the Villa boys, we'll take that! Сразу вторая атака. Не повезло, не повезло. Вот что, наш брат. Как гол забили, как Вилла забила гол, сразу весь стадион оживился. Прям вот настроение появилось у всех. Невероятно. Вы слышите? Что бы это ни было. В общем, 1-0 Астон Вилла ведет. Я честно думаю, Вилла выиграет. Очень хорошо они играют. Интересно, интересно. Я прям кайфую. Смотрите, интересное примечание. Клуб чтит память болельщиков, которых уже нет. Очень такая милая, добрая акция на самом деле. Так, друзья, вот, пожалуйста, меню. Будем заказывать и оценивать еду на стадионе Астон Вилла. Смотрите, друзья, вот эта порция вышла в 14 фунтов. 1500 рублей. Оцениваю. Курицу, честно говоря, не хочу. Возьму картошки вот так вот. Блин, нормально. Картошка премиум. Хорошая, да?
По 10-бальной шкале 7 можно поставить. Все, футбол начался, игра. Давай, уйдем. Так, друзья, второй тайм начался. Забили. Ливерпуль забил, к сожалению, друзья. Тем интереснее футбол, да, Ибра? Тем интереснее футбол, друзья. Ничего себе. Я не знал, что на футболе такое бывает. Уже точно, да, уже гол. 2-1, друзья. Что за матч, а? Что за матч? Что вы там молчите? Ливерпульцы! Блин, что третий не забил? Что происходит? Друзья, блин, что за матч, а? 3-1. Второй тайм сумасшедший. Я просто в шоке. Какой кайф. Друзья. 4-1. Ливерпуль забил в концовке, друзья. 6 голов мы сегодня увидели, друзья. 6 голов, 4-2 счет. Это просто потрясающий футбол. Я когда ехал в машине, я говорил, Ибрин, как будто бы 0-0 даже может быть. Просто потрясающий матч, реально. Друзья, ну вот и закончился наш футбол. Сейчас идем к машине, уезжаем. Честно скажу, я просто море впечатлений. Давно я не был на таком классном футболе. Столько голов, столько эмоций, столько фанатов рядом. Так что этот клуб такой, знаете, надолго останется в памяти. Наверное, мы уже будем болеть и следить за ним. Удачи, Вилла! Друзья, вот такая вот гостиница у меня. Посмотрите, тут нету нумерации. Тут на каждой двери имя и фамилия
каких-то людей. Вот у меня, допустим, Джофф Мэрил. Вот, пожалуйста. То есть вы заселяетесь в отель, и вам такие, вот вы сюда, Quinta Donoval. И вчера, когда заселялся, мне такие, ваш номер Джофф Мэрил. Я потом просто к мужику заселяюсь, или что происходит? 2 этажа. 2 этажа, но даже это не останавливает нас спуститься на лифте, друзья. Знаете, вчера был на Астон Вилла Ливерпуль и думал, это уже все. Эмоции свои получил. И сегодня Хабиб Нурмагомедов сделал мне еще один подарок. Он отправил мне билет на матч финал Кубка Челси против Манчестер Сити. Старший брат. Блин, какой вообще, я не понимаю, за 2 дня вот такие матчи посещать, это нормально вообще? Это, я потом как в Москву вернусь, скажи мне, пожалуйста. Друзья, вот уже подходим к стадиону. Мы с Изнуром. Изнур, помаши просто камеру. Отлично. Хочешь шар взять? А то, что на тебе... Окей. Атрибутика Манчестер Сити. Пожалуйста. Тут к матчу шарфы. Да, вот расположились болельщики Манчестер Сити. Как видите, спортбар. Вот, пожалуйста, на стадион идут и наши земляки. Пацаны, откуда? С Дагестана. Дагестана? Да. В Челси Академию? Да. Да, реально? Да. Машалла, как зовут? Адо. Красавцы, удачи вам. Удачи, красавчики. Да, смотрите, вот тот самый легендарный стадион Уэмбли. И вот стоит мне отойти вот сюда, взглянуть за стадион. И вот я где-то очень на окраине оказываюсь. What score gonna be today? 3-0. 2-0 City. 2-0. Okay, who's making the goal? Doku. Thank you. Thank you. What score gonna be today? Chelsea gonna win, bro. Yeah, 1-0. Come on, Chelsea. Bro, only 1-0. Yeah, 1-0. Who's making the goal? Enzo's gotta be, isn't it? Come on, Enzo, come on. I'll go 2-1 Chelsea. Sanchez man of the match. Okay, who's gonna be goals? Enzo and João Pedro. What's the score? Yeah. What's this? What country is this going to? What language? Denmark. Denmark? Yeah. Who's your team in Denmark? Denmark, Copenhagen. Yeah, I'm from Russia. You're from Russia? Yeah, Moscow. No, you're not. I can tell by your accent. Yeah. It's going to be 2-1 to Chelsea with Cole Palmer to score at any time. I don't know when, but 2-1 Chelsea. Are you saying For Chelsea. I'm confident we'll beat them. We wish to as well. Yeah. You remember who's Roman? Abramovich. Abramovich. Do we miss him? Yeah. Of course we miss him. Do you remember any Russian players from Chelsea? And who is your Russian? favorite? Yeah. Yeah. Russian. Yuri. Yuri. No, Zhirkov. Yuri Zhirkov. Why, bro? Fullback. The fullback. Yeah, but he wasn't very good. He was shit. Yuri, he was there for 1 season. Thank you. Appreciate it. Good luck. Thank you. Anyway. I appreciate it. Прикольный сервис, кстати. Вот люди заказывают еду, перед матчем кушают, и тут вот очень много разных соусов, чтобы бесплатно брали и добавляли. Я такое просто вижу впервые. Я думаю, просто один соус можешь с собой забрать. Друзья, взял вот такой чикен-бургер. Скажу честно, вот я отдал, получается, я взял бургер, картошку и пепси. Это все ушло в 20 фунтов. И честно скажу, это так невозможно есть. Просто булочка как будто неделю лежала. Все, и кладем сюда. Болельщики Сити, я думаю, угостятся. Уже на стадионе, друзья. Сейчас найдем свое место и займем. Очень много пьяных людей вокруг. Прям вот очень много. Честно скажу, вот чем-то Лужики напоминают. Очень круто. Очень огромный, большой, массивный стадион.
теперь гимн Сити. И весь стадион гудит. Мы сегодня за Челси. Все уже готово к открытию финала Кубка. Битва фанатов, чтобы вы понимали. Сперва песня Челси, потом песня Сити. Друзья, игра началась, пока все спокойно. Чуть-чуть не хватает для Челси. Только отошел за водой, и паника началась. Все нормально, мужики? Все хорошо? Да, все. Друзья, перерыв 0-0. Честно скажу, вообще ни о чем игра. Очень такая, знаете, затяжная, нулевая, бескомпромиссная. Если они во втором тайме 20 минут еще будут так играть, я ухожу. Сити забил, друзья. Болельщики Челси, конечно, в шоке. Друзья, 80-я минута матча, 1-0, Челси ведет. Друзья, 80-я минута матча, Сити 1-0 ведет. Решили, пока вся эта толпа, пока 100 тысяч людей оттуда не вышли, выйти и направиться к выходу. What's happened today with Chelsea? Chelsea play well, but it's just like when you play, you should play better football. Not like that. City are a good team. I think it's going to be like 2-1 Chelsea. See you, brother. Yeah, Where are you from? We're from Russia, brother. Russia. What? Moscow. What? You from Moscow? Yeah. Is that where the World Cup was? Yes, yes. You missing Roman Abramovich? What? Did you miss Roman Abramovich? He was president. Back, yeah. We want him back. Yeah, he'll coming back soon. Все, давай. Thank you, brother. Yeah, Thank brother, you. I like your bag. Thank you, man. See you later. Can't change, bro. Show me your one. What? Show me your one. Oh man. Louis, LV, too much. This I got it from Turkey, Thailand. О, давай, братиш. Ты говоришь, садовода, говорит, взял рюкзачок. Давай, пока. Матч, конечно, ну... Вчера Астон Вилла раздал, конечно, гораздо брутальнее и круче. Блин, не забили же. Не забили вроде. Но ничего, мне очень понравилось. Вообще, экспириенс, вот это все, посмотреть вживую, пообщаться с болелами. Я прям в восторге, я, честно говоря, очень в восторге. Я думаю, вот такой формат мы будем почаще поддерживать, ездить в разные страны, снимать не только про футбол, про ММА, а вообще, в принципе, с интересными людьми общаться. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и комментарии. Спасибо.